Всем привет! И если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, и с вами Дрейфуэр. Добро пожаловать в видео по игре Bleach Brave Souls. Данное видео создано с целью показать людям, где и каким образом добывать орбы для открытия витрин с персонажами и аксессуарами. Первый способ добывать орбы самый простой – прохождение истории. За первое прохождение новых уровней вы получаете один орб, за каждую звезду еще по одному, последний орб за все 3 звезды. В итоге за каждый уровень вы получите в сумме 5 орбов. Прохождение других квестов, такие как ивенты, где вы можете получать как орбы за прохождение уровней, так и за выполнение всех ивентовых заданий. В игре присутствует большое количество квестов, где можно собрать приличное количество орбов, такие как рейды, квесты для улучшения персонажей, сложные квесты и, соответственно, ивенты. Также в игре присутствует Sub-Stories. Это квесты, которые добавляются в игру и доступны для прохождения постоянно. За прохождение каждого из уровней один раз вы получите определенную награду, например, билеты на прохождение, монеты или 4-звездного персонажа. Ну и самое главное, орбы за получение всех 3 звезд на каждом уровне. Второй способ получить орбы – это прохождение кооперативного режима. Новички могут собрать оттуда 600 орбов. Как их получить? Ну, для этого вам нужно, чтобы в комнате были другие игроки. Желательно, конечно, полный состав. И за каждого человека после прохождения миссии вы получите 3 орба. Таким образом, вам необходимо сыграть с 2 сотнями игроков, чтобы получить заветные 600 орбов. Следующий способ – прохождение Chronicle Quest. Это квесты, где вам нужно за определенных персонажей проходить уровни и собирать специальные фрагменты для покупки различных предметов. За каждый уровень вы будете получать по одному орбу, за выполнение определенных миссий по 10 орбов. А также можно купить 50 орбов за фрагменты, однако их можно закупать только в магазине первой части. Товары в магазинах обновляются в конце каждого месяца. Способ номер 4. Синкаймон Quest. Данный вид одиночной игры представляет из себя 50 этажей башни с непростыми условиями для прохождения, где вы сможете получить хорошие награды и заветные орбы. Всего за прохождение 50 этажей Синкаймона Tower of Forging можно получить 280 орбов. За прохождение The Warrior's Pass вы тоже получите 280 орбов. Однако, если вы успеете пройти последние 5 этажей башни быстрее, чем за 1 минуту, то вам откроются дополнительные этажи, где за прохождение вы сможете получить по 10 орбов за этаж, что в сумме выдаст 50 орбов. Также присутствует более сложный Синкаймон, также 2 видов. За обе башни вы сможете собрать 200 орбов. По итогу выходит, что за прохождение 2 башни Синкаймона вы получите либо 480 орбов, если выбрать обычным Tower of Forging, либо 530 орбов, если выбрать The Warrior's Pass. Следующий способ получить орбы – это их покупка в магазине Epic Raid'ов. За убийство босса и имея плюс 200% бонуса к выпадению медалей, они вам выпадают в максимальном количестве – 60 медалей в обычном рейде и 75 в пробужденном. Собирая эти медали, вы можете их обменять на орбы. В обычном рейде вы сможете приобрести 100 орбов, в пробужденном 200. По итогу выходит 3 сотни орбов за 2 эпик рейда. Шестой способ получить орбы схож с предыдущим, но в другом режиме игры, а именно PvP или же Brave Battles. Чем выше ваша лига и место, тем больше вы получите редких медалей, за которые вы сможете покупать орбы в магазине боев. Всего можно выкупить 125 орбов, при этом один раз вы можете приобрести 25 орбов за 800 медалей. Остальные за 1500 медалей по 25 орбов. В сумме вы потратите на 125 орбов 6800 медалей, что, конечно, очень дорого, поэтому тут не просто приобрести все орбы за месяц. Товар в магазинах обновляется в конце каждого месяца. Гильдии. Еще один способ получить орбы кроется в прохождении гильдийных квестов и получением наград. За прохождение квеста на S-ранг вы сможете получить 2, 5, 10 и 25 орбов в одном из 3 слотов награды.
Максимально вы сможете с квеста получить 75 орбов, а если учитывать все 3 билета за день, то это выйдет 225 орбов, однако шанс на такое крайне мал. Также орбы можно получить в начале недели в награду. В гильдии существует 4 лиги – С, Б, А и С. Орбы, которые вы можете получить в награду, если ваша гильдия находится на определенных местах в конкретной лиге, показаны на экране. Способ номер 8 – это прокачка персонажей. Да, за каждого прокачанного персонажа вы сможете получить орбы. Данный загрузочный экран показывает, за прокачку каких персонажей с каким количеством звезд вы сможете получить свои орбы. Для того, чтобы их получить, вам нужно увеличить уровень вашего персонажа до максимального. С 6 звездами вам достаточно прокачать его до 150 уровня, орбы вы получите. Повторно получить орбы с уже прокачанных персонажей вы не сможете. Также существуют персонажи, которых можно воскресить и перевести на красные звезды. Тем самым, прокачав их до 150 уровня, вы также получите 75 орбов. Способ под номером 9 представляет из себя прохождение и повышение рангов. Первый у всех получен автоматически. Далее до каждого круглого числа ранга, то бишь 10, 20, 30 и 40, вы будете получать по 5 орбов, а за эти круглые цифры по 25. За последний 50 ранг вы получите 50 орбов. Выполнив их все, в сумме вы получите 370 орбов. Последний, 10-й способ получить орбы, это заходить в игру каждый день и получить награду за вход, выполнять задания в разделе ежедневных, бесплатных и ивентовых. В ежедневных заданиях можно каждый день получать по 5 орбов, что в месяц даст 150 орбов. В бесплатных заданиях можно получать орбы за ежедневный вход в игру, где за каждые 30 дней вы получите по 30 орбов. В круглые дни, например, 100 или 200, вы получите по 100 орбов, и в годовщинные дни, к примеру, 365 дней в игре, вы получите по 150 орбов. Также эти разноцветные шарики можно получить за победы в PvP режиме, за прохождение гильдийных квестов и за результаты в них на S-ранг, за открытых в альбоме персонажей и за прохождение сложных глав истории. В ивентовых заданиях уже по-разному, смотря какие условия, но в частности за выполнение всех заданий начислят от 5 до 25 орбов. Опять же, зависит от ивента. Вот такие существуют способы получать орбы для того, чтобы открывать витрину с персонажами, аксессуарами и увеличивать количество мест в инвентаре. Надеюсь, после этого видео у людей больше не останется вопросов о том, где же доставать орбы. Их всегда можно будет получить, так как задания обновляются, персонажи новые появляются и выпадают, ивенты всегда новые. Не волнуйтесь о том, что вы выжмете аккаунт, пройдя всю историю и вкачав всех персонажей. Я играю уже 4-й год и до сих пор могу набирать более 1000 орбов за месяц. Дам также вам совет. Не тратьте орбы на все подряд. Копите их на нужных вам персонажей, как было у моего брата, который за несколько месяцев смог, не тратив ни единого орба, набрать их 9000 и дождался витрин со своим любимым персонажем. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то поставьте лайк. Распространяйте это видео, чтобы людям было понятно, где добывать этот ценный ресурс. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Также следуйте по всем остальным ссылкам, что есть в описании. Жмите на колокольчик уведомлений с канала и не забывайте, что ссылка на плейлист с игрой есть в описании в подсказках этого видео. Это была игра Bleach Brave Souls. С вами был Дрейфуэр. Всем удачи и всем пока.